Мы сейчас находимся неподалеку от Манхая. Это уезд на самом юге провинции Юньнань, Сишуанбанна. И это центр производства шу Пуэр. Одна из стадий производства шу Пуэра — это ворошение кучи. То есть, когда сейчас здесь рабочие одну кучу перерабатывают и насыпают новую, ворошат ее. Так как очень большой объем работы, то есть работают сразу 4 человека, и еще специальная машинка, которая раздравливает немножко слипшиеся, спрессовавшиеся куски. Сложный процесс, потому что и физически сложный, и сам по себе технологически сложный. Вот, например, вот там вот видны кучи, которые еще накрыты, то есть там еще происходит сейчас ферментация. А здесь, после того, как они ее полностью отворошат, они ее снова немножечко польют водой и опять-таки накроют вот таким вот материалом, да, чтобы продолжался процесс ферментации. Сейчас у нас открыта здесь куча, влажная куча, довольно тепло, довольно здесь, надо сказать, тепло. Вот, и 多长时间要做一个对多长时间？都要7天左右啊，7天啊，要5-7天左右，然后再点派。Ну вот одна из стадий длится примерно около 7 дней. Вот, то есть после этого нужно снова кучу ворошить. А здесь уже полностью готовое сырье. То здесь так разделено на такие вот горки. Уже первично идет просушка. После этого будет финальная сушка, сортировка. Вот, будет очень часто сырье отбирается вручную, в зависимости от его качества. Но, как правило, так или иначе, ручная обработка всегда присутствует финальная. Когда разделяются, отбираются, например, комочки, разделяется сырье по количеству, по грейдам, потому что шу Пуэр разделяется на несколько категорий. Есть гунтин, это самый высокосортный, где в основном присутствуют почки, такие желтого цвета. Потом есть еще более высокий, но уже, скажем так, реже встречающийся дзинья или золотая почка. Есть сяо дзинья, малая золотая почка, и да дзинья, большая почка. И после гунтина и ниже уже идут так называемые номера, то есть от 1 до 9, иди, адзи и так далее. Куча вот и разделяется на такие вот грейды по качеству сырья. А вот это вот машина для прессовки таких вот мини-тача, маленьких тачей. То есть то чай, это как гнездо переводится. Здесь 5-граммовый такой спрессованный чай. Здесь сырье шу Пуэр, потом зеленый чай и цветы. Вот, уже сразу сырье изначально подготовлено, но вот там по конвейеру поступает, и машина прессует уже полностью готовый продукт, после этого требуется вот только упаковать бумажку. А здесь тоже станок для производства маленьких тача, только это уже более старая версия станка, здесь требуется много ручной работы. Вот, работа во много раз медленнее, чем, вот, как мы видели, сейчас более современная машина, но тем не менее по-прежнему тоже используется на этом заводе. Тут, кстати, на производстве случайно увидел экспериментальный блин. Вот, многие, конечно, знают, существует чай Пуэр в мандарине. Вот, когда просто в вычищенной от мякоти с кожуру мандарина цельную внутрь вкладывают Пуэр, причем бывает и шен, и шу. Вот, как правило, используют самое низкокачественное сырье для такого производства. А тут решили попробовать сделать Пуэр с корками мандарина. То есть просто покрошить цедру и, значит, прессовать в блин. Вот, получилось вот такое вот изделие. Вот, продажа пока это не поступала, потому что переживают, хотят посмотреть, насколько хорошо это будет храниться. Ну а здесь самый главный цех любого производства Пуэра. Вот, кстати, как раз вот только что подошел технолог, который советует, как правильно исправить какую-то ошибку в процессе производства. Вот. А блин земных братьев, или блин цзибин по-китайски, значит, весом 367 грамм, это самая древняя форма прессовки чая, которая сохранилась до сих пор. И, пожалуй, самое массовое распространение имеет Пуэр именно в форме вот такого вот блина. Технологический процесс, он стандартный на всех производствах. То есть сначала производится взвешивание сырья, потом, значит, его пропаривание, вот, туда вкладывается маленькая бумажка Минфей, и, собственно, блин идет дальше на прессовку. Вот, в общем-то, и все. После этого идет сушка, вот, и упаковка.
А сзади меня расположены сушильные шкафы, в которые ставятся прессованные чаи, как в блинах, так и в маленьких точах. Здесь их целых 3. Вот, один из них открыт, можно посмотреть, как там на таких вот подносах деревянных сложены блины. Вот, сейчас уже сушка закончилась, после этого, значит, отсюда рабочие забирают блины на упаковку. Ну а здесь самый трудоемкий процесс, это упаковка маленьких тача. Требуется очень много ручной работы, поэтому здесь задействован целый цех с большим количеством сотрудниц. Здесь один из цехов, где производится вотуй, то есть влажное скирдование шупуэра. Надо сказать, что таких цехов тут около 15. Каждый из них по площади как половина, а некоторые как целое футбольное поле. И объем производства только шупуэра на этом заводе более 80 тысяч тонн в год. Вот. Причем, что этот завод далеко не самый крупный и далеко не единственный. В Бэнхае более 300 заводов разного размера, которые имеют QS, это стандарт качества китайский. И кроме того, еще существует большое количество таких вот совсем мелких фермерских предприятий, которые этого самого QS не имеют. А здесь вот складываются уже готовые, прошедшие полную стадию обработки сырье, в такие мешки, и после этого подводится вот сюда, на этот замечательный лифт, и внизу грузится в машины. То есть тут реально огромный объем производства, поэтому тут без таких вот устройств никак не обойтись, никто на себе такие мешки не возит. Все на телегах, на машинах, вот очень большой объем производства. Когда мне кто-нибудь спрашивает про потенциал чайного рынка в России, я вот люблю показывать фотографии, подобные вот этому вот виду. Это вот одна из машин, это примерно объем производства, может быть, 1-2 дней. Вот, на этом заводе. Вот здесь сейчас сложено как рассыпное сырье, которое, то есть некоторые сырье они продают на другие заводы, которые занимаются прессовкой. Вот, и также еще и чай готовый уже в блинах. Ну, то есть это одна такая небольшая партия чая одного из сотен заводов, только расположенных в этом одном уезде. Ну, чтобы немножко понимать объем производства в Китае.